Этот материал больше предназначен для новых игроков, которые либо мало знакомы с Курпанком, либо не знакомы вообще. Потребность в нем появилась, так как игра оказалась сложнее в освоении из-за своих необычных механик. Синтез машины, технологии апгрейда и оверлока, кованых предметов и прочее. Я разобью тайм-кодами фрагменты видео по ключевым, так что в удобный момент можно будет выбрать желаемый. Для начала полезные ссылки по игре, которые помогут в ознакомлении. Люди постарались. На Курпанкерсе сможете найти любого NPC на карте, точки интереса, места обитания боссов и практически все по предметам. Справочник по игре, где описаны основные механики, полезные советы для прокачки и ссылки на сообщество, где можно найти себе пати. Моментами в справочнике могут быть ошибки или неактуальная инфа, так что осторожно. Например, касаемо предметов слияния талантов. На официальном сайте та же ошибка. Там также указана ссылка на покупку Курпанка с РУ региона, но это на свой страх и риск. У людей были проблемы с ключами, но спустя время вроде решилось все. Синтез-симулятор, где можно посмотреть рецепты практически на любой предмет в игре, понадобится при крафте. Теперь вкратце об основах Курпанка. На текущий момент в игре доступно 6 классов. 3 расы или архетипа, кому как удобно. У каждого архетипа 3 класса. Например, у вармонгеров легионер – это танк, шаман, дамагер, саппорт и командос, тоже ДД. Командос пока недоступен. У чемпионов разрушитель, хантер и дефендер – это танк. Дефендера как раз собираются релизнуть в конце марта. Бомберы, медик, саппорт, инфильтратор, рога по сути, гренадер, ДД, но пока недоступен в игре. У каждого персонажа есть свои активные скиллы, дополнительные саммонерки, типа спринт, флэш или клинс, аналогично Лиге Легенд. И классовая способность может быть как активной, так и пассивной. Зависит от прокачки оружейной специализации и класса. Weapon специализация – это дерево улучшений ваших умений. У каждого класса она своя. Сейчас смена класса на одном персонаже недоступна, но позже она будет добавлена. По сути, здесь вы начинаете строить свой билд. Каждая прокачка в дереве улучшает скилл в этой ветке. Плюсы между основными прокачками тоже дают скромные бусты. Будь то длительность или дальность. Через Shift на скилле можно посмотреть подробно, что прокачано, сколько дает и так далее. С 5-го левела доступна прокачка пассивных талантов. Тут все понятно. Через Shift можно посмотреть их улучшения в будущем через импланты. Об этом позже. В игре пока доступны Т1, Т2 и Тир 3 снаряжения. Т1 с 1-го левела, Т2 с 10-го, Т3 с 20-го. Шмотки на вашего перса это только кастомизация. Они не дают бустов. Через У английскую можно открыть гардероб скинов. Все покупается в игре. Импланты и оружие усиливают вашего персонажа. Позже вы сможете их улучшать рунами, чипами и апгрейд-китами, повышая грейд. Чтобы вставить чипы в оружие, нажимай Ctrl плюс ПКМ по нему. Чипы с зарядом вставляются в основной слот, чипы без – во все ниже. Т1 пушки, чипы и рецепты на них продаются здесь. Т1 импланты здесь. Т1 руны у этого NPC. Т2 руны во втором городе. Тут. Т2 чипы чуть ниже. Т2 и Т3 импланты здесь. Т2 пушки, скины здесь. У каждого класса свой продавец. Покупка саммонерок у этого NPC. Стоимость 20 голды. С 5-го левела сразу идите берите, облегчит прокачку. На 7-й левел постарайтесь накопить 250 голды для покупки маунта. Покупается возле Голдена. Здесь. Для прокачки персонажа у вас два пути. По квестам или фарм мобов. На мобах быстрее. Но если вы прям с полного нуля начинаете без помощи, то на фарм мобов придется какими-то имплантами и оружием обзавестись. А для этого несколько первоначальных квестов надо будет выполнить и скрафтить или купить себе пушку. Гайд по быстрому левелапу на квестах можно посмотреть здесь, с 1 по 10 левел. Постепенное и параллельное выполнение. Приблизительное место выполнения квеста можно отобразить, нажав на эту иконку. Гайд с 10 по 20 левел на квестах выйдет в ближайшее время. Если уже вышел, появится на него ссылка справа сверху. Прокачка на мобах требует небольшой подготовки. 6 имплантов на силу атаки получили за несколько первых квестов и пошли на северо-восток, убивая крыс и мух, пока не поднимете себе 10 левел примерно. Итак, пока не дойдете до мух 15 левела. Из 10-11 левела качаетесь на них, на этом споте, пока не поднимете 15. А с 15 можно идти на 20.
На 15-х мух желательно подготовить импланты получше, Т2, поэтому советую сходить к торговцам и разобраться с крафтом, прикупить себе нужные рецепты и попытаться скрафтить несколько полезных имплантов, если еще не выпали. Здесь уже можно перейти на ремесла, профессии, которые вы будете вкачивать: рудокоп, дровосек, травник, мясник, мужеложец. Ладно, шучу. Крафт-профи. Мистицизм – это руны, оружие, импланты, алхимия – это бусты и хилки. Как это работает? У вас есть всего 100% эффективности, и вы эти 100% распределяете так, как вам нужно. Например, 50% на травника и 50% на мясника. Учтите, что при достижении определенного процента на профессии вы получаете свои бусты в этой категории. Например, при достижении 40% будет 2 итерации добычи ресурса, плюс шанс добычи ресурса синего грейда. Поэтому есть смысл распределить 40 на траву, 40 на мясника и 20 на руду, например. Смотря что вам нужно для крафта и как вы хотите этого достичь. Можно и 100% влить в одну профу, а все остальное менять у людей. С крафтом точно так же. 100% и свои бусты. При 100% можно передавать сделанные вами импланты и оружие, а также шанс скрафтить эпическую шмотку. Из второстепенных. Кулинария позволяет крафтить еду для восстановления хп и маны, полезная тоже штука, так как есть еда, повышающая статы вашего персонажа. Атаку, радиус обзора, хп и так далее. Вот полезная карта для кулинарки. Также рыбак, шериф и охотник, но они пока недоступны. Одна из сложных механик игры – машина синтеза. И по большей степени сложная она из-за того, что в игре вы не найдете многих рецептов. Она включает в себя множество рецептов улучшения всего снаряжения персонажа. Имплантов, оружия, рун, чипов и скинов. Например, вставляю какой-то из рероллов, и имплант он изменит определенные значения. Main reroll изменит основные значения импланта. Secondary Basket заменит вторичные статы на новые. Secondary Value изменит значение вторичных статов. Слияние талантов, Talent Merger, позволяет вставлять конкретные таланты в импланты. Фрагментатор позволяет вытаскивать таланты из импланта. Рекалибратор позволяет реролить таланты на импланте на рандомные. Dismount Tool разбирает предмет, возвращая вам рандомный предмет из крафта разобранного айтема. Если разобрать предмет с рецептом, вернет весь набор ингредиентов. Для примера нам нужно вытащить таланты из импланта, вставляем в синтез-машину имплант, 2 фрагментатора и Dismount Tool. Почему 2 шарика? Для 2 талантов в импланте, если их там 2. Если закинуть один фрагментатор, он вытащит один рандомный талант. Машина возвращает вам 2 талант-мерджера с этими талантами. Сам имплант уничтожает. Еще пример для вставки 2 талантов в пустой Т3 имплант. Кидаем в машину имплант, 2 мерджера с талантами и 2 грандмастер-каталиста. На выходе получаем кованый имплант с 2 пассивками. Что значит кованый? Forged имплант имеет разрушаемость. За смерть он будет постепенно ломаться. Чинится он предметом Mandomatic, рецепт на который укланка. 6 имплантов с талантами позволят улучшить 3 разные таланта на 5. Ну или смотря как вы их распределите. Многих новичков может смутить этот момент, типа, как это 15, если имплантов 6, в каждом по 2 таланта, это 12. Улучшение начинается со 2-го поинта, так как первый уже вкачан. По 4 к каждому таланту получается. В общем, предметов еще достаточно и вариаций для них тоже. Что еще стоит подметить? С одной из последних обнов для апгрейда предметов в синтез-машину достаточно вставить 5 тех же предметов, но на грейд ниже. Не забывайте, что вам нужно выучить рецепт. Апгрейд-киты также апают грейд предмета. Если вставить в синтез эпический кит и серый имплант, то он не выдаст эпический имплант, если что. Он поднимет грейд на уровень выше. Что еще стоит сказать про машину синтеза, так это как создаются апгрейднутые и разогнанные импланты, руны и чипы. Апгрейднутые импланты дают +1 бонус к пассивному таланту рандомно. Синтезится он по рецепту, но вместо зеленых имплантов вставляете синего грейда. Разогнанные оверкок дают +2 бонуса к талантам. Также через синтез, но вставляются фиолетовые импланты. Есть небольшой шанс создать имплант с грейдом. Для повышения шанса выпадения хороших статов можно добавить рецепт импланта, который пытаетесь синтезить. Опять же, смотрите симулятор, который кидал ранее. Там все проще рассчитать. Отмечу еще одну вещь. Шанс выпадения в шмотке звезд также зависит от количества звезд на Т2 имплантах, которые вставляете.
Чем их больше, тем выше шанс, что на Т3 заролится при синтезе значения больше этих звезд. Релиз нового контента перенесен на конец марта. Будет добавлен новый персонаж, Defender, и новый PvE-PvP остров, где будут новые мобы, точки интереса и новые предметы. Остров будет full loot как PvE, так и отдельно PvP. В этих режимах количество людей ограничено. Ограничено и количество ячеек в инвентаре. Так что людям будет чем заняться в игре для подготовки к этим обновлениям и тем более после. Все обновления я буду стримить на Твиче, постить инфу в Дисе, будет желание, заходите. Рад полялякать. Кроме этого, буду неоднократно разыгрывать ключи к игре, как на стриме, так и в Дискорде. Очень радует, что Курпанг, за которым я следил более 5 лет, начинает набирать обороты и становится все более интересной и сложной игрой, несмотря на переносы. На этом у меня все. You say you got them guns, but I've never seen you bang. You say you got them drugs, but I've never seen you slang. You say you